Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Керим слышит, как Экрин разговаривает с Селимом, он злится на нее и злится на себя за то, что поверил Экрину. Госпожа Мехпари говорит, что после покупки одежды на деньги, которые дал ей Егет, и отвода Сехер в парикмахерскую, она отвезет ее в агентство. Господин Текин приходит к господину Фаруку и говорит, что пока он ждал ухода господина Керима, его избрали председателем правления. Услышав этот разговор, Есемин взволнованно хочет немедленно покинуть дом, а ее мать Мюйда хочет ее остановить, но не может. Экрин не понимает поведения Керима. Когда он узнает, что Кериму нравится рисовый пудинг, который он приготовил для Азге, он отправляет его ему и Нихалу, но Керим ругает его и не хочет его. Затем Керим сообщает своей матери и Бесте, что он был избран президентом правления, в то время как его мать счастлива и поздравляет его. Когда Бесте спрашивает, а как насчет Текина, Керим спрашивает Текина, что случилось. Бесте Керим все равно неопытен, Текин работает в этой компании уже много лет, и когда он просит дать ему еще и задание, Керим говорит, что в этом нет необходимости, поскольку у меня больше опыта, чем у него. Когда Керим говорит ему, что ему нужен помощник, Бесте говорит ему взять с собой дочь убийцы, она не пропадает из особняка и не должна покидать компанию, сестра Керима уходит от них, говоря, что она выслушает тебя, когда ты скажешь что-нибудь действительно хорошее. Бесте кричит на особняк, говоря, «Я знаю, как отослать эту девушку», и называет Экрин дочерью убийцы. Когда ваш отец приказывает вам много работать, говоря, что он в тюрьме, и вы не сможете дышать в этом особняке, Экрин оставляет его, говоря, «Все в порядке, мисс Бесте». Затем, говоря, «Я заставлю вас всех заплатить за это», Керим говорит, «Думаю, утром этого не будет». Экрин и тебе желает доброго утра, не забывай, где ты. Когда Экрин говорит, «Я не забуду, благодаря твоей сестре, она не дает мне забыть, даже дышать не дает», бегает с места на место, отвечает Керим, «Не забывай, вот причина, по которой ты здесь». Госпожа Мехпари не может перестать хвалить Сехера в разговоре с сотрудником агентства, а затем говорит ему, что нам чего-то не хватает, денег. Несмотря на то, что мужчина говорит, что, вложив эти деньги, вы завтра заработаете гораздо больше, я сделаю Сехер знаменитой, она не сможет комфортно ходить по улице, госпожа Мехпари пытается получить скидку. Этот человек очень решителен. Когда госпожа Мехпари соглашается заплатить этому верблюду в дополнение к деньгам, которые вы заработаете, Гэжу Мехпари убеждают заплатить. Керим говорит Экрину, «Ты идешь по краю Теса, будь осторожен, это более твердый камень, чем я думал, но будь осторожен», и заходит внутрь. Приходит Есемин и спрашивает, «О чем вы говорили со своим боссом?» Когда Экрин говорит, что ей не обязательно ему говорить, она оскорбляет Экрин и уходит внутрь. Чтобы отпраздновать президентство Керима, мать Керима поручает Нихалу приготовить его любимые блюда. Господин Мехмед узнал, что платежи компании Мустафы Гельджуклю были произведены непосредственно за подписью господина Зейки, и позвонил Кериму и сообщил ему об этом. Есемин подслушивает у двери Керима, пока происходят эти разговоры. Керим говорит Мехмету, что ему нужен помощник, и вешает трубку. Когда приходит Есемин и говорит, «Я слышала хорошие новости, поздравляю, давайте отпразднуем это», Керим благодарит ее и говорит, что сегодня этого не произойдет. Есемин говорит, что я все равно сегодня этого не говорила, у меня работа, я сейчас выйду, можешь меня высадить, я приехала на такси. Керим говорит, «Ладно, подожди внутри, у меня есть дела, мы скоро уйдем». Когда Есемин говорит, «Я хочу у тебя кое-что спросить, почему ты держишь эту девушку в особняке», Керим говорит, что когда наступит день, все поймут с удивлением. Когда Текин приходит к Бесте и показывает, что сожалеет о случившемся, Бесте говорит, что он с ним, и думает, что Керим пришел с горы и выгнал людей в винограднике. Как только Текин говорит, «Я увижу его, он побежит за мной», если натворит, его телефон звонит, и это Керим. Пока Керим думает о том, какое отношение его отец имеет к этому человеку, к нему приходит Текин и говорит, «Хозяин, вы мне приказали». Когда Керим Мустафа спрашивает, кто такой Гельджуклю, он отвечает, «Я не знаю, у меня нет полномочий, я не знаю его и не знаю, какую сделку он заключил с моим отцом».
Керим говорит: хорошо, я понимаю, позволь мне пойти поговорить с ним и посмотреть, какую сделку он заключил с моим отцом. Есемин говорит: Керим, если ты имеешь в виду то, что я думаю, этот день никогда не наступит. Пока Экрин убирался, он спросил, что ты делал в тот день на даче, и Экрин ответил: я пошел за Азге. Когда Есемин спрашивает, что ты делаешь в этом особняке, и говорит, что все узнают, когда наступит день награды, Есемин злится и встает. В этот момент к ним приходит Бесте и спрашивает Есемин, есть ли проблемы. Она говорит: нет, Есемин, дорогая, я просто проверяла, как она это почистила. Бесте спрашивает Экрина, закончилось ли все, и когда Экрин говорит, что все кончено, Бесте говорит: а мой кофе ледяной, что мы можем сделать сейчас, чтобы он не пропал зря? Дай мне состав, дорогая, говорит он и выливает его на стол, который убрал Экрин. Когда Керим говорит, что не может оставить Есемин, потому что у него срочная работа, Есемин отвечает: хорошо, дорогая, без проблем, даже если она расстроится. Керим Мустафа приходит на встречу с Гольджуклю. Пока Экрин отдыхает в сторонке, потому что у нее болит нога, Текин выходит и звонит по телефону и говорит: я позвоню тебе, это место сейчас не подходит для разговоров. Экрин слышит это и убегает, как только уходит, не раскрываясь, потому что он невидим. К нему приходит господин Керим Мустафа, и когда он прямо спрашивает, что ему интересно, он говорит: господин Мустафа, я люблю гетеросексуальных мужчин, вы похожи на меня, я не могу вам сказать, что произошло между мной и ним. Когда Керим говорит, что я теперь на месте моего отца, господин Мустафа отвечает, говоря, что мой закон был у твоего отца больше нет, закон закончился. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.